Добрый вечер, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И у нас сегодня на календаре 17 февраля, киевское время, 20 часов. Итак, оперативная обстановка. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Купянское и Лиманское направление. Оккупантам удалось взять Гринниковку. Продолжаются попытки врага улучшить свое тактическое положение. В районе Кременной продолжаются попытки врага прорвать оборону на линии Деброва-Кузьминова. Деброва и Кузьминова. Бахмутское направление. Все атаки в городе Бахмут нашими войсками отражены. Там ситуация более-менее стабилизировалась, хотя остается на грани критической. Враг готовится возобновить атаки на трассу на Константиновку. Там на предыдущие двое суток мы отбросили противника от трассы, и трасса в принципе полностью удерживается нашими войсками. Хотя как дорога она уже давно не используется, она простреливается со стороны российских оккупационных войск, и поэтому сегодня это просто рубеж обороны наших сил. Далее. В Просковеевке враг продолжает выдавливать силы обороны из поселка и атакует в направлении Берховки. Пока на данный момент противник успеха не имеет, все атаки противника отбиты, и линия фронта за последние сутки не менялась. В Красной Горе враг снимает погибших боевиков в болотном камуфляже и с жгутами Есмарха. Я так понимаю, это фирма, которая выпускает, и эти жгуты есть у наших солдат. И выдает этих бойцов, своих солдат погибших, выдает за наших бойцов. Что якобы вот какие потери несут вооруженные силы Украины. На самом деле с ним показано. Но это не первый раз. Вспомните этого морского пехотинца на острове Змеиный, которого по бляхе потом опознали, что это солдат морской пехоты вооруженных сил России. А его выдавали за морпеха вооруженных сил Украины. А у него на бляхе российский герб. Вспомните вертолеты, сбитые на Змеином. Тоже говорили, что это Украина понесла потери, хотя это были российские вертолеты. Так что российская пропаганда пытается обмануть своих граждан в контексте того, что победы есть, враг несет потери, мы наступаем. Только наступают они пока что на месте. Практически топчутся на месте. Авдеевское и Шахтерское направление. Здесь ситуация, продолжаются бои в Красногоровке, бои идут, линия фронта не движется, позиционные бои, очень ожесточенные. У Каштанова враг неудачно наступал, понес потери, откатился на исходные позиции. Несмотря на критичность ситуации в Невельском, в очередной раз удалось отразить атаку противника, и противник откатился, не имел успеха. Ну и в Марьинке враг пытается продавить с севера через ферму позиции наших войск, но безуспешно. За прошедшие сутки безуспешно. Запорожское направление. Враг продолжает напор на Мариупольскую трассу, но единственное, что ему удалось, это занять одну посадку на подступах к этой трассе. В остальном линия фронта не изменилась, и все остается на своих местах. Херсонское направление без изменений. Обстрелы правого берега Днепра вдоль всей линии от Никополя до Херсона. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу.
Ну и как общий можно сделать вывод за прошедшие сутки, это то, что оккупанты прилагают значительное усилие, чтобы зайти в тыл бахмутского гарнизона через один из флангов. Так как попытка на юге оказалась неудачной, все силы боевиков направлены на выход по линии Дубово, Васильевка, Берховка, Ягодная. То есть с севера. Они пытаются со стороны Солидара зайти в тыл городу Бахмут. На сегодня у них это никак не получается. Сложная ситуация возле Гряниковки по линии Макеевка, Деброва, Кременная. Там Гряниковка, к сожалению, занята оккупационными войсками российскими. Противник имел здесь частичный успех. Но на данный момент дальнейшее продвижение противника остановлено и идут позиционные бои. По линии Макеевка, вокруг Авдеевки и в Марьинке тоже идут ожесточенные бои, но вот за последнюю уцепиться становится все труднее. Марьинка, там противник очень сильно давит, и оборону вести в Марьинке становится труднее и труднее, так как город уничтожен до основания. Практически стерт с лица земли. Там практически, можно так сказать, поле усеянное кирпичными и бетонными обломками. Там не за что даже зацепить. Но пока наши войска удерживают хотя бы часть Марьинки под нашим контролем. Далее, пропустил немножко, вернемся к Волынскому, Полесскому, Сиверскому и Слобожанскому направлению. Там ситуация без изменений. Единственное, что надо отметить, это то, что напротив Сумской области появилась группировка российских войск численностью до 10 тысяч человек. И они вроде бы как готовят там дорогу, оборудуют подъездные пути к нашей государственной границе. В принципе, это ожидаемо, и мы об этом говорили неоднократно, что возможны вооруженные провокации. Я не думаю, что этой численности войск достаточно для того, чтобы прорвать нашу государственную границу. У нас достаточное количество войск на этом направлении, достаточно войска оснащены и обучены. Поэтому как вооруженная провокация с целью сковать силы вооруженных сил Украины, чтобы не дать нам возможности перебрасывать резервы на восточное направление, да, вполне возможно. Но пока это предположение. Будут ли они наращивать группировку, или они, допустим, к 24 числу, 23-24 числу попытаются наступать, посмотрим. Это покажет время. Далее, во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной вышки мобильной связи, установленной противником. Посредством нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM-операторов. Они поставили свою станцию перехвата мобильной связи для того, чтобы даже стараются контролировать местных жителей, чтобы не было сообщений вооруженным силам Украины о позициях российских войск. Во временно оккупированный Луганск недавно прибыла очередная команда инструкторов из Ирана для обучения российских военных применению ударных беспилотных летательных комплексов. Не оставляются попытки Ираном научить российских операторов управляться с шахедами и другими беспилотниками, которые могут быть переданы от Ирана. Можно сделать вывод, что Иран все-таки передаст беспилотники, выполнит свой контракт на 1700 штук и поставит все в полном объеме. Возможно, даже расширит номенклатуру беспилотников с учетом новых моделей. Там Шахед 131, 191, 192. И там они почти
Мохаджер-6. Они практически ничем не отличаются. Есть различия в обвесе головной части, то есть взрывчатого вещества, и дальности полета. Все остальное примерно одинаковое. Плюс, ну там Мохаджер, он 200 км в час, чуть быстрее летит. Вот. И, соответственно, им звук мотора отличается от вот этих 136-х так называемых мопедов, как мы привыкли их называть в народе. Чтобы пополнять потери в живой силе, противник разными способами привлекает в ряды российских оккупационных войск разные категории общества, в частности так называемых гастарбайтеров. Так, недавно нашим защитникам, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области, сдался в плен один из таких работников. Да, они гребут всех подряд. Бомжей, гастарбайтеров. У них, кстати, гастарбайтерам положено регистрироваться в полиции. И они вот через эту регистрацию вызывают их, вручают повестку и вперед. Ну, как повестку? Они вербуют этих людей, принуждая, фактически принуждая подписать контракт, агитируя на хорошие деньги. Те подписывают контракт и тут же оказываются на линии фронта. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один по позиции зенитно-ракетного комплекса. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, состав боеприпасов, а также еще 2 других важных объекта оккупантов. Вот такой урожай собрали наши ракетчики и артиллеристы вместе с воздушными силами вооруженных сил Украины. Ну и вот такие вот военные новости произошли за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну что ж, поговорим немножко о военно-политических новостях. Есть они, и начать я хочу с очень позитивной и положительной новости. Состоялся очередной обмен пленными. 101 на 101. Меняли 1 к 1, рядовой и сержантский состав. Мы получили 101 человека, это 100 военнослужащих и 1 гражданский. Из этих 100 военнослужащих 94 это защитники Мариуполя, 63 из них это защитники уже завода Азовсталь, а также защитники Бучи, Херсона и Лимана. И вот гражданский, интересно, это первый заместитель городского головы города Энергодара. Он находился в плену 333 дня, с марта месяца прошлого года. Он не захотел сотрудничать, не подписал никакие документы, не стал коллаборантом, а сохранил верность присяге, верность Украине, за что и был арестован российскими войсками, выкраден и содержался под стражей. И только сейчас попал на обмен. 46 из этих 100 военнослужащих, еще надо отметить, что 46 это военно-морские силы, 29 это 12 бойцов это Национальная гвардия Украины и 13 это вооруженные силы Украины, из которых 8 это ТРОшники. Ну, вот такие вот. Далее идем по политическим новостям. Сегодня началась конференция в Мюнхене, безпековая конференция. Ну, вы знаете, она проводится ежегодно. И на открывшейся сегодня в Мюнхене конференции по безопасности выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что из его выступления надо отметить тезисно в выступлении главным лейтмотивом прозвучало: сейчас маловероятно, что Беларусь присоединится к российской войне. Вот, хотя сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не говорит о том, что это сбрасывать со счетов нельзя.
Второе, это нет никаких альтернатив победе Украины в войне, никаких альтернатив Украине в ЕС и НАТО. И третий тезис, который надо отметить, что чем дольше затягиваются переговоры о расширении ЕС, тем больше разрушений принесет Кремль. То есть, а также еще, что, с чего начал президент Зеленский, это то, что он заявил, что Путин не остановится, что Украина это просто первая страна постсоветского пространства, которую хочет завоевать Российская Федерация. Дальше будет, Беларусь мы не берем, это уже практически Беларусь сателлит Российской Федерации, и они пока Лукашенко там находится у власти, видите, это как бы и хорошо, и плохо. С одной стороны, он диктатор, который поработил такую страну, как Белоруссия. А с другой стороны, пока он находится у власти и хочет сохранить эту власть, он не дает Путину поглотить Беларусь полностью. Хотя она практически, можно сказать, сателлит России на сегодняшний день. Но есть еще Украина, есть еще Молдова. Украина, которая сражается, есть еще Молдова, которая тоже частично оккупирована. Есть страны Балтии, которые вообще сегодня являются странами НАТО и странами-членами Европейского Союза. Но я думаю, если у Путина будет успех, не дай бог, конечно же, в Украине, то его не остановит уже ничто. Ни НАТО, он будет чувствовать себя победителем. И переломить это будет очень тяжело. А судя по тому, как сражается российская армия, надо отдать должное, что враг очень силен и очень опасен. И нам довольно тяжело вести даже оборонительную операцию на сегодняшний день. Поэтому мы просим побольше оружия и побыстрее оружия для того, чтобы выстоять в этой войне и победить в этой войне. Я сегодня приведу социологический опрос европейских граждан. Очень интересные цифры. Собрали во время опроса граждан Европейского Союза. Далее идем. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже, видите, так же как и Олаф Шольц, практически кардинально поменял свое мнение относительно ситуации в нашем вооруженном противостоянии от российской агрессии. И он призывает политиков, союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь стране провести необходимое контрнаступление. Только украинское контрнаступление может позволить впоследствии вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом. Очень хорошее заявление. Наконец-то у Эммануэля Макрона сложилось правильное понимание ситуации в этой войне. Из-за поребрика пришла новость о том, что новым командующим Центрального военного округа вместо генерала Лапина стал генерал-лейтенант Мордвичев. Судя по его биографии, у него нет опыта командования даже отдельной армией. Он был замкомандующего армии общевойсковой, но никогда не был командармом. Это говорит о многом. Единственное, что он был ответственный за штурм Мариуполя, и то, что они сравняли Мариуполь с землей, это его, в принципе, заслуга как одного из руководителей вот этого направления. Надо отметить, что он самый молодой, ему 47 лет исполнилось, и можно сказать, что это генерал, который сделал карьеру на этой войне, потому что в 2014 году он в боевых действиях не участвовал. Он, кстати, был замкомандующего 8-й армии Южного военного округа. Кстати, 8-я армия общевойсковая, она формировалась на основе двух корпусов, 1-го и 2-го армейского корпусов, которые формировались в Донецке и Луганске соответственно. Вот именно этой армией и замкомандующего этой армии был Мордвичев. Он из замкомандующих армии сразу скакнул в кресло самого крупного военного округа Российской Федерации.
Ну, посмотрим, как это отразится. Я скажу так, что, кстати, с ним произошел интересный эпизод. Мы посчитали его убитым, потому что сначала были данные, что он находится в районе аэродрома Чернобаевка. И когда наша артиллерия наносила очередной огневой удар, там попал командный пункт в один из прилетов. Всего их там было 28, по-моему, если я не ошибаюсь, прилетов по Чернобаевке. Мы целый сериал с вами смотрели по этому поводу. Так вот, в один из прилетов были данные, что мы накрыли командный пункт с высшим, с генералитетом и штабными офицерами. И считалось, что Мордвичев погиб вот в этом огневом налете. Но, как выяснилось позже, его там не было и в помине, сведения были неточные. Вот видите, что значит проверять достоверность сведений, даже разведки. Почему разведка всегда старается иметь 2 или 3 источника. Если они подтверждают, то данные считаются достоверными. Так вот, он был совсем в другом месте. Он как раз руководил штурмом Мариуполя вот, со стороны российскими оккупационными войсками. Вот. И поэтому он не попал под этот огневой налет. Вот. Так что вот такая вот... Вот такие вот эти самые его особенности. Еще есть одна особенность, надо отметить, что Мордвичев, он из той когорты генералов, которые нигде не учат. Даже в 2014 году он не принимал участия в боевых действиях. Тем более он не прошел ни первую, ни вторую чеченскую войну. Он с удовольствием обнимается с Кадыровым, что не приемлет большинство генералов российских. Они помнят и первую, и вторую чеченскую кампанию. Кадыров у них никогда не числится в друзьях. Ну, за исключением, допустим, Суровикина. Там был в основном, наверное, больше бизнес, чем деловые отношения. Вот, когда Суровикин был куратором военным на Кавказе. На Северном Кавказе. А Кадыров уже руководил Чечней в составе Российской Федерации. Уже перекупил его Путин на свою сторону. И он уже, предав интересы Республики Ичкерия, он перешел под крыло Путина и на путинские деньги, на кремлевские деньги. Можно так сказать. Стал на кремлевское довольствие финансовое. Вот. Так вот, несмотря на то, что российские военные начали высмеивать так называемые отряды кадыровцев и начали называть их тик-ток войсками, помните, да, эти постановочные сюжеты, что они там якобы ведут боевые действия, вот. Но тем не менее, Мордвичев считает, что Ахмат это действительно сила, батальон Ахмат, который там контролирует, кстати, он там контролирует Мариуполь, они там подминают все под себя. Вот, и позволяет себе ручкаться и обниматься с Рамзаном Кадыровым. Ну, посмотрим, как это отразится. Думаю, что отразится не в лучшую сторону. Почему? Потому что генерал не имеет опыта командования такими большими объединениями, как округ. А тем более, когда ему достается самый крупный округ в Российской Федерации. Ну, скажу так, что скамейка запасных, видимо, в Генеральном штабе Российской Федерации закончилась от слова совсем. Далее. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече в Киеве обсудили тему создания в Гааге специального трибунала по российской агрессии. Рютте заявил, что в этом году Нидерланды направят в Украину еще 2 судебно-следственные миссии. Нидерланды стали тоже одной из стран, которая принимает участие в документировании и расследовании тех уголовных и военных преступлений, которые совершили российские солдаты и офицеры на территории в Украине во время вот этой вооруженной агрессии. Вот. Так что трибунал в Гааге формируется, Европа формирует международный трибунал. Я думаю, что он и будет заседать, этот сформированный международный трибунал будет возможно заседать в Гааге. И там же будет еще, это был Нюрнбергский процесс, теперь будет Гаагский процесс над военными преступниками российскими.
на российскими фашистами в ходе, которые совершали преступления в ходе этой войны. В зоне следующее надо отметить, это то, что в Украине, точнее в Стамбуле прошли переговоры вот, по возобновлению между Украиной и посредником. Ну, пишут, что не было прямых контактов, что Украина вела переговоры с Турцией и ООН, и Россия вела переговоры с Турцией и ООН. Дело в том, что зерновая сделка заканчивается. В ноябре месяце она была продлена на 120 дней. Сейчас эти 120 дней подходят к концу. И в России лунают призовы, это самое, провозглашают или высказывают пожелания. Тот же Володин, там, глава этой Госдумы российской, высказывал пожелание, что надо прекратить сделку, что зерновую, что Россия не получает никаких выгод от этой сделки. Ну, врут негодяи, потому что российское зерно идет параллельно с украинским зерном. И в этом и есть сделка, что Россия пропускает на условиях того, что ей дают вывозить зерно, а минеральные удобрения там идут и еще что-то. Вот. Так что я думаю, что они продлят эту сделку. Просто формат переговоров, понимаете, насколько она сегодня, ну, мы хорошо, ладно. Как я понимаю эту сделку, когда был там угроза голода в Африке. Все, мы урожай прошлого года вывезли. 22 года мы вывезли, 21 года урожай, и мы вывезли. Частично сейчас вывозим урожай 22 года. Вывозит не государство Украины, обратите внимание, вывозят частные трейдеры, частные компании. Это зерно не государственное. Угрозы голода в мире нет. И тогда возникает вопрос, так у нас война или у нас торговля? Россия зарабатывает на этой сделке валюту. И эта валюта идет на заказы и на оплату тех же российских солдат, мобилизованных, на оплату труда рабочих российских, которые сегодня там ремонтируют танки, ставят в строй артиллерию, бронемашины и все остальное. Поэтому очень, очень такой скользкий, на мой взгляд, вопрос. Я бы эту сделку уже закрыл. Почему мы должны... Государство получает валюту, сразу отвечу вам на вопрос, от этой сделки в виде налогов от частников, которые владеют этим зерном. Еще раз, не государственное зерно. У нас государственного зерна в этой сделке нет. Ну что ж, вот... И опять же, видите, это переговорный процесс, это площадка стамбульская, она опять возникает, опять мы переговариваемся. То, что там нам говорят, что они там через посредников разговаривают, они все сидят за одним столом в одной комнате. Посмотрите на фотографии и видеосюжеты с этих переговоров. В одной комнате за одним столом идут общие переговоры. Вот. Чем это закончится? Ну, я понимаю, что продлят. Конечно, коммерция... она тоже очень для кого-то, наверное, важна. Вот. Поэтому, скорее всего, эта сделка будет продлена. Вот такие вот военные и военно-политические новости произошли в Украине и вокруг нашей страны. Вот. На этом я сделаю небольшую паузу. У вас есть время подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. И продолжим мы, как обычно, ответами на ваши вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Смотрю ваши выпуски и анализирую. Спасибо большое. Вы рассказывали, что у России нет опытных боевых летчиков, что опытных, обученных мало. За штурвал садят вчерашних выпускников летных училищ
есть вероятность рекрутировать наемников, летчиков с Белоруссии и с других стран СНГ, плюс Сирии и Африки для участия в этой войне. Возможно переучить летчиков пассажирских и грузовых самолетов на военных летчиков. И сколько времени необходимо? Смотрите, тут уточню. Да, абсолютно возможно. И Россия, скорее всего, это и делает. Опытных пилотов, тех боевых пилотов, которые были в составе вооруженных сил Российской Федерации, мы повыбивали очень много. Посмотрите на количество потерь вертолетов и самолетов. Действительно, у них большие проблемы. Смотрите, вот из вашего списка я вычеркиваю Сирия, всех сирийских асов. Вспомните, мы сбили еще в первые месяцы войны, в кавычках асов, орденоносцев, там, капитанов, майоров и так далее. Далее, африканских пилотов, это наемников, которые воевали в составе частных военных компаний в африканских конфликтах вооруженных. Помните, сбивали летом, когда были бои за Северодонецк, Лисичанск, мы сбивали российские самолеты, за штурвалом которого были 60-летние там мужики. Вот. Это пилоты были, которые воевали с частных. То есть африканский контингент тоже отметаем. Он уже не летает на этих самолетах. Далее берем, что вы еще назвали, страны СНГ. Тут согласен, тут вполне возможно, что Россия вербует, особенно в Белоруссии вербует. Потому что Лукашенко разрешает вербовать его военных только чтобы не участвовать в войне. И тем самым пытаясь максимально ослабить армию. Вот так завуалировано, чтобы не вступать в войну в открытую. Мы эту политику видим. Поэтому белорусские пилоты могут быть вполне, пилоты из других стран то же самое могут быть. И стран СНГ. Не буду сейчас перечислять, но тем не менее. Переучивать летчиков пассажирских и грузовых самолетов, это тоже возможно, но проблематично. Потому что кардинально отличается подготовка пилотов. Все-таки гражданская авиация, она более, будем так говорить, более простая. Она не предусматривает фигуру высшего пилотажа. Вот гражданская авиация, там взлет, посадка и умение управлять машиной в полете. Никаких, наоборот, там нельзя делать резких движений, там нельзя, будем так говорить, выпендриваться в воздухе, потому что пассажирский или грузовой лайнер, он просто не рассчитан на такие маневры, и он может просто упасть, свалиться с неба. Вот. Так что у летчиков есть такое даже есть такое выражение у летчиков. Поэтому гражданского пилота переучить довольно проблематично. Опять же, его надо отмобилизовать. Хотя мы знаем случаи, когда вынимали пилота прямо из-за штурвала самолета и вручали ему повестку. И рейс отменялся из-за того, что пилота забрали в военкомат. Вот так вот. А переучивание, может до года длиться. Где-то надо как минимум где-то месяцев 11. Год-полтора это точно надо для того, чтобы переподготовить пилота гражданской авиации на пилота военной авиации. Следующий вопрос. Можно ли с помощью Хаймарс выносить взводные опорные пункты россиян? А то я ни разу не слышал, чтобы Хаймарс выносили взводные опорные пункты. Да, можно. Хаймарс можно применять как обычную реактивную систему залпового огня. Она, кстати, таковой и является на сегодняшний день. Но дело в том, что у нас Хаймарсы на вес золота, понимаете, и сами машины пусковые, их очень мало в Украине, и снаряды к ним. И если мы начнем еще тратить эти снаряды, это, кстати, Хаймарс на сегодняшний день единственное дальнобойное средство в составе вооруженных сил Украины. Дальше у нас ничего не летит, чем Хаймарс. Ничего. У нас огроменная проблема. Точка уже давно закончилась. Точка У ракеты, я имею в виду тактический ракетный комплекс. Что у нас еще? Нептун, он морская ракета, по наземным целям не работает. Смерчи, Альха давным-давно закончилась. Нового производства, я так понимаю, организовать мы не можем пока что.
Вот. Смерчи, которые летели бы на 7, тоже закончились. Мы уже даже о них не вспоминаем. Мы об ураганах уже не вспоминаем. У нас еще грады работают и работает Хаймарс. Поэтому сегодня применять Хаймарсы для взводных опорных пунктов, я считаю, что это, это кощунство, самое настоящее. Дай бог, чтобы эти Хаймарсы работали хотя бы на свою максимальную дальность, выносили логистику российских войск. И там резервы на глубине 70 и 60 километров. Резервы, да, пожалуйста, это как с добрым утром. Склады, да, горюче-смазочные материалы с боеприпасами, да. Горюче-смазочные материалы, да. Вот это командные пункты, система управления, да. Систему ПВО, да. Но взводный опор нет. Передок. Оставим это уже нашей артиллерии. Вот в таких условиях мы вынуждены воевать. Надо приспосабливаться к тому, воевать не так, как хочется, а так, как может. И использовать это в своих целях и пытаться извлечь из этого максимальную выгоду. Что мы с вами сегодня и делаем. Хотел спросить о вакуумной бомбе. До войны на болотах очень гордились этим оружием. Заявляли, аналогов нет. Говорили, что это самая мощная неядерная бомба. Их вроде бы использовали в начале конфликта по танковому училищу в Харькове. Почему перестали их использовать? Из-за нехватки или они плохо себя показали? Нет, я вам скажу так, что я не слышал, что по Харькову были вакуумные бомбы. Были объемно детонирующие боеприпасы. Это вакуумные боеприпасы для реактивных систем залпового огня. Эти я слышал, что были. Вот. По Азовстали бомбы были вакуумные. И смотрите, тут еще есть одна проблема. Точнее не проблема, а особенность их применения. Эти бомбы надо метать с бомбардировщика. А для того, чтобы метать их с бомбардировщика, надо, чтобы он залетел на цель. Российская авиация сегодня боится пересекать линию фронта. А в глубину Украины вообще не залетает. От слова совсем. Потому что она будет сразу же сбита. Мы настолько, в плане авиации, у нас система ПВО работает. Я скажу, что очень даже хорошо. Мы закрыли небо с конца апреля месяца, мы закрыли небо для российской авиации полностью. Это, кстати, к ответу на вопрос, будут ли ковровые бомбардировки. Россия стянула 100 самолетов к границам Украины. Сейчас начнутся ковровые бомбардировки. Нет, не начнутся ковровые бомбардировки, потому что у нас есть все силы и средства для того, чтобы... Если они еще будут в состоянии поднять 10-20 машин в воздух одновременно и волнами их направить в Украину, то мы это все будем сбивать. Поэтому, да, бомбы применялись, я помню, в первые месяцы войны, но очень редко. И в связи с тем, что бомбардировочная авиация не работает по территории Украины больше, соответственно, они не применяются. Щодо повітряних куль, чому їх зафіксували лише у небі Києва, як вони долетіли до Києва непоміченими? Их не только, вы не правы, их начали фиксировать сразу и в Николаевской, и в Херсонской областях, которые мы контролируем, и в Днепропетровской, и в Запорожской области их начали фиксировать. И сразу же стали сбивать. Дело в том, что эти уголковые отражатели, дело в том, что воздушные шары летят на небольшой высоте. Их надули где-то на высоту 200 до 500 метров, чтобы они выше не поднимались. Где-то температура воздуха ниже, они опускаются. Где-то температура воздуха выше, они поднимаются. От этого тоже зависит перепады давления. И если они идут где-то долина, складка местности, и там тянет их ветром, то они спокойно летят, их ПВО не видит. Вот в чем дело. А уголковый отражатель, он дает отметку на радаре, но только тогда, когда радар его видит, когда он попадает в зону видимости радара. Поэтому что-то сбили на входе в Украину, что-то сбили в середине Украины, а что-то мы увидели с вами утром над Киевской областью. Точно так же они долетели до Хмельницкой области, точно так же до Житомирской области они долетали. И у меня, кстати, в связи с небольшой высотой,
я думаю, что чтобы не тратить ракеты на них дорогостоящие, вот, их можно сбивать и альтернативными средствами. Вот. Поэтому нельзя сказать, что вот, да как же вы все пропустили, вот над Киевом появились шары. Нет, они долетели только из-за того, что они вот тихоходные, малозаметные, и здесь уже их ПВО смогло обнаружить. Поэтому они здесь появились, поэтому и мы их сбили. Может быть, такая была задумка Генерального штаба пропустить их в каких-то районах Украины. Их просто пропустили, а уже сбили, допустим, в Киевской области. Так надо было еще и военным. Вы не забывайте, что военные видят обстановку в целом и, может быть, специально где-то не включались радиолокационные станции для того, чтобы понимая, что там кроме вот этого металлического уголкового отражателя больше ничего на этом шарике нет. Больше нет. Это обыкновенный зонд, на который вцепили вместо вот этой коробки, которая там определяет метеоусловия, пластиковые, и туда к этому зонду прицепили уголковый отражатель, и он полетел. Сейчас Россия вывела ядерные носители в море, а также подтянула авиацию. Может ли быть специальный сценарий удара тактическим ядерным оружием по нашим скоплениям танков, когда подъедут на фронт? И затем, так как нет особо техники у них и пехота там не пройдет, пролететь самолетами для бомбардировки плюс десант вглубь. Ну, вы тут такой апокалипсис нарисовали. Нет, сегодня это невозможно. Что касается ядерного вооружения, то я думаю, что да, действительно такой факт есть. Норвежская разведка об этом сообщила, что с тактическим ядерным... Видите, они даже знают, натовская разведка даже знает тип ядерного вооружения, который был снят с хранения и погружен на корабли, перемещен на корабли и подводные лодки Северного флота. Северный флот это туда, вот Мурманск, Архангельск, Северодвинск, вот там. Там база Северного флота. Да, они вышли в открытое море. Вот. Но судя по тому, насколько осведомлена норвежская разведка, то я думаю, что дальше, мы же помним с вами процедуру, даже такое оружие в мирное время все равно применяется с подачи Кремля. Как только в Кремле заговорят о применении ядерного оружия, я думаю, что эти плавсредства будут потоплены силами и средствами стран, ну, либо стран-партнеров, либо не будем называть НАТО, потому что Путин мечтает о том, чтобы НАТО вступило в эту войну. Поэтому страны-партнеры, которые... А в мире никто не заинтересован в применении этого ядерного вооружения в нашем конфликте. Ну и опять же, даже возьмем апокалипсис по поводу того, что если применят тактическое ядерное оружие, это малая мощность, оно в принципе надо очень как бы большое скопление войск для того, чтобы оно было эффективным. Это оружие. И надо знать, где эти войска скапливаются. Россияне постоянно ищут наши резервы, но на сегодняшний день нам удается это все скрывать. Что касается того, что выбросят десант, какой десант? Смотрите, на сегодняшний день, еще раз повторяю, мы создаем и довольно успешно создаем глубоко эшелонированную воздушную оборону страны нашей с вами. И это идет тактический уровень, оперативный, стратегический уровень. И на сегодняшний день даже боевые самолеты, это сверхзвуковые, которые могут летать на сверхзвуке, не боятся залетать в просторы Украины. Один ядерный тактический заряд, ну хорошо, уничтожит он одну пусковую установку системы ПВО или одну радиолокационную станцию. У нас это все уже работает в системе. У нас нету такого разброда, что каждый сам за себя. Нет, все это объединяется в единую систему оповещения и обнаружения оповещения о целях противника. И это работает в комплексе. И эти пусковые установки будут, если их РЛС будет выведена из строя, будут переключены на другие радиолокационные станции. А теперь представьте, если вы говорите высадка десанта, хорошо, боевая авиация, да,
не может прорваться. А теперь представьте тихоходные транспортники, груженные, тяжелые, Ил-76 или наши Русланы 124, а это, кстати, основной транспортник, считается в ВКС России, зайдут в наше воздушное пространство с десантом на борту. Да это просто праздник будет у наших воздушных сил. Почему по их сбитию, это я не знаю, это как огромную мишень с 5 метров и попробуй промахнись называется. В эту мишень. Поэтому нет, это вероятность применения ядерного оружия остается как угроза. Мы не можем это сбросить со счетов, потому что вот она Россия, вот оно ядерное оружие, вот эти корабли и лодки, вышедшие в открытое море. Поэтому оно маловероятно на сегодняшний день, но тем не менее оно существует. А вот это апокалипсис типа десант вглубь, это просто, на сегодняшний день это уже фантастика. Вот. Так что не пугайтесь и не паникуйте. Все в этом плане небо закрыто. С ракетами проблемы, с самолетами проблем нет. Со сбитием вражеских самолетов. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, зачем пускать ракеты с учебной головной частью без тротила? Ведь стоимость пуска ракеты от этого снижается незначительно. Не лучше бы запускать все боевые, а вдруг проскочит и нанесет урон. Дуже вам дякую за відповідь. Слава Украине. Дело не в том, что выгоднее, невыгоднее. Я так понимаю, что Россия на сегодняшний день находится в таком состоянии, что у них нет выбора. Если они уже пускают ракеты с учебной головной частью, это говорит о том, что не хватает фугасных головных частей для этих ракет. Вот в чем проблема. И они ее пускают из расчета того, чтобы эта ракета отвлекла на себя ПВО, пусть будет больше ракет, чтобы ПВО было сложнее их перехватывать и сложнее их сбивать. Это не от хорошей жизни, они пускают ракеты без тротила в головной части, а чисто учебной головной частью. Ну, во-первых, такие случаи одинокие, две ракеты они пустили с учебно-боевой частью ядерной. Вот. То есть это полный стопроцентный имитатор ядерной головы для ракеты. Поэтому мы, кстати, обнаружили, что мы их сбили. И мы же потратили на них дорогостоящую ракету противоракетной обороны наших комплексов. Мы ее сбили, и в результате того, что она упала и не взорвалась, или в воздухе не взорвалась, мы обнаружили, что это вот такой вот учебная, у нее головная часть учебная, не боевая вообще. Вот. Поэтому они это не от хорошей жизни делают. И чем больше будет таких ракет, тем мы больше будем понимать, что основной боевой запас начал заканчиваться. Не безразмерно. Кстати, давно не было уже сведений. Было бы неплохо, если бы Генеральный штаб нам опять бы обновил данные, точнее наше Главное управление разведки обновило данные по количеству ракет, оставшихся у Российской Федерации. А то, что мы расслабились и перестали их считать. Хотя я и не сторонник, всегда говорю, не надо считать ракеты, надо готовиться их отражать, но все равно приятно знать, что их осталось там немного. Или наоборот, быть готовым к тому, что Россия там их потихоньку накапливает. Трохи не зрозуміло, як працюють приціли у мінометів. Можна трохи лікбезу. Також на чисельних відео для арти та реактивної арти є якісь типу теодоліт прилади. Якщо не довго, то теж цікаво, як це працює. Ну, теодолитов нету, точно скажу. Почему? Теодолит это чисто геодезический прибор. Дело в том, что теодолит работает в градусах. Артиллерии нужны дирекционные углы. Для того, чтобы от градусов перейти от магнитного азимута, точнее, перейти к дирекционному углу, надо прибавить поправку на сближение меридиана. Она есть на карте, эта поправка, в электронных вещах она вводится автоматически. И то, что вы видите, это не теодолиты, это скорее всего буссоль или гироскоп. Либо то, либо то.
Ну, я не слышал сегодня, чтобы пользовались 1Г-17 выносными гироскопами, но комплексы командирских машин, там, где они еще сохранились в рабочем состоянии, это у нас 1В-12, это у нас комплекс Оболонь, если он есть в небольших количествах. Там есть гирокомпаса стационарные, гирокомпаса 1Г-25, 1Г-40, которые выдают, помогают ориентировать машину, они выдают они выдают курс, точнее не курс, магнитный азимут, и его переводят в дирекционные углы, и таким образом машина ориентируется. И потом от этой машины ориентируют уже те орудия для стрельбы. Это необходимо для того, чтобы правильно определить направление стрельбы. Что касается миномета. Миномет наводится точно так же, как любое орудие, с помощью панорамного прицела. То есть определяется точка наводки. Единственное, что точка наводки у миномета, по-моему, слева впереди. Или с левой стороны, или спереди. Слева спереди, вот так вот. Вот такой вот сектор. Почему? Потому что оно слева от ствола находится прицельное приспособление, и наводчику, и для того, чтобы не мешал сам ствол, вот, и прицел довольно небольшой сам по размерам, и чтобы удобно было выбирать точку наводки, работать по наведению. Наводится миномет, прицел по дальности, там точно такой же, тоже он небольших размеров, там шкала, устанавливаешь установку прицела, и на двуноге. Миномет состоит из 3 основных частей, ну лафет я не беру, а 3 основные части: ствол, опорная плита и двунога. Двунога, которая поддерживает ствол. В классике, и у нее есть 2 механизма: подъемный механизм и качающий механизм. Подъемный механизм поднимает ствол чуть выше, чуть ниже. За счет этого подъемного механизма выводится пузырек уровня на середину при соответствующей установке прицела. Если разница в прицелах между целями сильно отличается, то двуногу переставляют. Либо подготавливается 3 сектора, таких канавки полукруглых вырывается, куда ставятся ножки этой двуноги. Они рассчитаны, эти канавки делаются по углу возвышения ствола на максимальном выходе вот этого подъемного механизма. И соответственно, если не хватает высоты подъемного механизма в верхнем или в нижнем положении, чтобы вывести пузырек уровня на середину, соответственно, двунога переставляется в ближний сектор или в дальний сектор, который оттрассирован при развертывании миномета. Ну, я вам рассказываю классику, как в учебнике. В жизни намного все проще. Ну и плюс сверху есть поперечный винт, который качающий инструмент, он помогает навести миномет вправо-влево. То же самое, если не хватает доворота этого механизма, то двунога переставляется, и потом механизмом наводится так, чтобы прицел смотрел именно в точку прицеливания. И дальше открывается огонь. Практика показывает, что можно вообще минометом можно стрелять и без прицельных приспособлений. Ну, знаю по афганской войне, что со второй мины ложили в цель. Первая мина пристрелочная, а со второй мины ложили в цель практически на глаз, глазомерной подготовкой. Опытные минометчики, в афганской, во всяком случае, войне, когда полупрямая намотка, когда видно цель. То есть не с закрытой огневой позиции стреляет, а полупрямой наводкой, и цель наблюдаемая. Вполне возможно, даже такой вариант. Поэтому я вам рассказал классику, а вообще, конечно, в жизни минометчики все намного упрощают и ускоряют. Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, зачем Украине самолеты, если российские ПВО их приземлят так же, как украинское ПВО приземляет российские? Вы говорите, что сейчас российская авиация не работает. Не будет ли так, что Украина получит самолеты, а применить их не сможет? Или украинское ПВО в разы превосходит российское? Буду благодарен за ваш ответ.
Да, наше ПВО на порядок лучше российского. Обратите внимание, что российское ПВО не способно остановить дроны, которые летают в небе России. О чем мы говорим? У России нет таких комплексов, как Ирис-Т или комплекс Насамс. У России нет таких комплексов, как Гепард. У России нету таких комплексов, как вот те, которые нам передавались. Там Бримстоун, допустим, комплекс там, и другие, там Хавк, комплекс ПВО. У нас уже комплексы западного образца. Они на порядок лучше российских. И поэтому наше ПВО намного сильнее. Это первый момент. И второй момент. Западная авиация, тот же F-16, прекрасно может обходить российские средства ПВО. То есть он более адаптирован, чем те советские самолеты, которыми мы пользуемся сегодня. F-16 более адаптирован для работы в условиях таких комплексов ПВО, как в Российской Федерации. Поэтому наоборот, если нам дадут... У нас сейчас преимущество по системам ПВО, причем солидное преимущество. Мы хорошо кошмарим и уничтожаем. Вот мы хорошо приземляем российскую авиацию. И вертолетчиков, и самолеты. Вот. А если нам дадут западную авиацию, то у нас будет еще и преимущество в воздухе. То есть мы будем спокойно обрабатывать цели даже в условиях работы российской ПВО. Какой бы они там плотность не создавали. Поэтому в этом плане очень нужны самолеты. Ну вот еще, нам би ще не завадили би гелікоптери Apache, хоча б 10 одиниць. Дуже хороша техніка, для підтримки танків була б доречна. Но, понимаете, Apache давать без авиации нельзя. Почему? Потому что авиация несет ракеты HARM на борту. Это противорадиолокационные ракеты. И пока авиация не выбьет все цели, или артиллерия ей не поможет выбить большинство целей системы ПВО, так, чтобы она развалилась, из системы превратилась в одиночные комплексы, до тех пор вертолеты мы использовать не можем. Это первое. Второе, в этой войне вертолеты, видите, Россия несет какие колоссальные потери в вертолетах. Почему? Потому что насыщенность боевых порядков как с нашей стороны, так и с российской системами ПЗРК, переносными зенитно-ракетными комплексами, очень велика. Очень велика. Поэтому я бы с вертолетами, не сильно не наполягал, не настаивал бы сильно. Вот, поэтому вот авиация, да, она нужна, на мой взгляд. А вертушки на сегодняшний день, в нашей войне, во всяком случае, это было бы проблематично. Поэтому вот пусть дадут авиацию. И пока этого будет достаточно. Потом будем уже думать про вертушки и будем думать, как их обезопасить или как их более эффективно применять. Чи поставив нам Тайвань дрони, бомбардувальники, револьвер 860? Надайте оцінку цьому дрону, чи легко його збити. Дякую за відповідь. Очень хороший дрон. Это дрон-бомбардировщик, сразу вам скажу. Дальность у него полета 20 километров, в воздухе он может находиться 40 минут. Ну и что самое главное, грузоподъемность этого дрона 140 килограмм. В чем его особенность? Особенность этого дрона состоит в том, что у него ставится барабан, как в револьвере, и в этот барабан заряжаются мины. Значит, барабан рассчитан на 8 81-миллиметровой мины. Но можно менять. Можно ставить барабан на мины 120 калибра, и можно вставить барабан на мины 60 мм калибра. Соответственно, количество мин будет меняться в меньшую или в большую сторону. Почему? Потому что вес. Вот главное не превысить его максимальный вес. И да, этот дрон может работать. Но на сегодняшний день ответить положительно на ваш вопрос, поставили или нет, я не могу. Почему? Потому что в открытых источниках, к сожалению, нет информации о применении вот этих револьверов 860-х, которые вроде как обещал нам поставить Тайвань. Тайвань сами готовятся к войне и в случае, чтобы предотвратить экспансию Китая.
Вот. Но вполне возможно, что где-то партия есть и где-то наши операторы применяют эти дроны. Они довольно неплохие, устойчивые к радиоэлектронным помехам, в том числе ну, и российским в первую очередь. И если их и поставили, о чем, к сожалению, мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, то я думаю, что их успешно применяют. Тем более, что он универсальный барабан имеет, и можно менять барабаны под те мины, которые на сегодняшний день есть. Все-таки 20 километров дальность, 40 минут в воздухе, это очень хорошее подспорье для нашей пехоты. Практически заменяет миномет. Подскажите, пожалуйста, почему ПВО не сбивает самолеты противника за линией фронта? Ведь есть ракеты с большой дальностью. Земля-воздух, воздух-воздух. Заранее спасибо за ответ. Дело в том, что за линией фронта в основном, ну, во-первых, к линии фронта подлетают только высокоманевренные самолеты, быстроходные. Вот, и не имеет смысла на большие дальности на линии фронта пускать, потому что авиация, как правило, истребительно-бомбардировочная авиация, она сверхзвуковая, и плюс они довольно тяжело, не с первой ракеты попадают в самолет, чтобы вы знали. Пускают там 2-3 ракеты на один самолет. У самолета есть тепловые ловушки, поэтому еще расстреливать ракеты туда, за линию фронта, ну, к сожалению, такой возможности у нас нет. У нас все упирается в боеприпасы. Все, абсолютно все. Вот, куда ни кинь. Поэтому мы сбиваем уже то, что залетает на нашу территорию, контролируемую нами, и плюс мы сбиваем то, что вредит самому фронту. Вот если штурмовики работают, мы их, конечно же, российские, мы их сбиваем. Если вертушки работают, мы их сбиваем. Почему нельзя прокалывать шары с отражателями дроном, а не тратить дорогие ракеты? Так можно и не прокалывать дроном, дрон тоже жалко, он может принести какую-то другую пользу в плане разведчика или корректировщика, а может быть несущие единицы для тех же ВОГов, для сброса их на позиции или на технику противника. Дело в том, что вот я бы по поводу сбития шаров, я вообще бы объявил бы охоту на эти шары. И сбившему достается приз сдать на металлолом этот уголковый отражатель. Вот примерно так. Ну, конечно, это вариант, это не призыв, не подумайте ни в коем случае. Это просто вариант. Я имею в виду, что заинтересовать людей. Дело, у него дальность, высота полета до 500 метров. Он обычно 100-200 метров летит над землей, этот шар. И в принципе и охотники, охотничье оружие, нарезное охотничье оружие может его прекрасно достать этот шар. Пусть бы люди сбивали их по мере обнаружения, эти шары, подключить действительно мобильные группы для сбития этих шаров, которые пользуются пулеметно-пушечным вооружением. Но ни в коем случае не тратить на эти шары ракеты комплексов НАСАМС или каких-то других, там ИРИС-Т или еще ХАВК. Нет, потому что лучше они пусть сбивают ракеты. А с шарами воздушными мы разберемся. Я думаю, наше население с удовольствием разберется, особенно сегодня, когда такое массовое изучение стрелкового дела среди граждан, массовая покупка оружия, что оружейные магазины не успевают завозить партии оружия, люди раскупают, учатся стрелять и вполне могли бы помочь в плане сбития вот этих воздушных шариков. Может быть, тогда бы они не долетали аж до Киева там, или до Житомира или еще куда-нибудь. Их бы сбивали на входе в наше воздушное пространство. Вот такой вот, как варіант, можна предложити. Декілька місяців тому ви говорили про снаряди з вольфрамовими кульками, які вражають все навкруги площею 100 квадратних метрів. Чому наші воїни не використовують їх? Дякую за відповідь, Вікторія, Київ. Дело в том, что скорее всего, этих снарядов нету. Вот в чем проблема.
Обещать это еще не значит жениться. И я смотрю, что нету в открытой, во всяком случае в открытой номенклатуре этих боеприпасов нет. Судя по тому, что российские паблики не вопят и нету воя на болотах Московии о том, что применяются кассетные боеприпасы к Хаймарс, значит мы их не получили от наших стран-партнеров. И поэтому мы используем только осколочно-фугасные высокоточные боеприпасы для систем МЛРС типа Хаймарс. Вот. Так что скорее всего можно сделать вывод, что этих боеприпасов в распоряжении вооруженных сил Украины на сегодняшний день просто нету. В словацких МиГ-29, а также в вертолетах Ми-8, которые передали Украине, авионика той же компании Рафаэл, Израиль. И если бы они были против, то Украина не получила бы эту авиацию. Значит, проблема не в Рафаэл. Вы глубоко ошибаетесь. Словацкие МиГи-29, 12 машин, до сих пор стоят в Словакии и до сих пор. Это мы думали, что мы их летом передали. Мы такие радостные. Но видите, как говорят, доверяй, но проверяй. А вот никто в эйфории, никто не стал проверять. А оказалось, что до сих пор словацкие МиГи не переданы Украине. И мы до сих пор ведем переговоры о том, чтобы их передать. Что касается вертолетов Ми-8, на них нету авионики фирмы Рафаэл. Они модернизировались, но не авионикой фирмы Рафаэл. Так что это остается проблемой, возможной проблемой того, что эти самолеты не переданы. Ни словацкие, ни польские МиГи, еще раз повторяю, до сих пор не переданы Украине. А на вертолетах Ми-8, которые нам передавала та же Словакия, Ми-17 чехи нам передавали, там нет авионики фирмы Рафаэл. Поэтому они модернизировались, но не с помощью приборов этой фирмы. Так что вот такая вот интересная получается картина. Почему перестали бить хаймарсами по тылам армии РФ, а именно по складам и боеприпасам? Считаю, что намного легче уничтожать личный состав в их массовых скоплениях. Раньше каждую сводку прилетала оккупантам. И сейчас прилетает оккупантам в каждой сводке. Вы же внимательно слушайте. Самый последний абзац, практически самый последний или предпоследний. Последним иногда бывает абзац в сводке о том, что по состоянию на утро в акватории Черного и Азовского морей. Про моряков. Бывает последний абзац. А предпоследний абзац — это силы, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины. Сегодня в сводке один состав с боеприпасами. Как вы думаете, состав находился где? Возле линии фронта? Нет. Состав разгружался где-то километрах в 50 от линии фронта. И его накрыли. Склад горюче-смазочных материалов накрыт. Да, их не так много, их стало меньше. Вот что я скажу. Меньше, потому что у нас, я так понимаю, сейчас начинает это уже выплывать наружу. И некоторые тоже военные аналитики отмечают это. У нас был большой провал в декабре и январе месяце по поставкам боеприпасов. И сейчас мы сидим на жестких лимитах. Я не скажу, что это снарядный голод, как это было в мае прошлого года, но лимиты по расходу боеприпасов довольно жесткие, в том числе и для Хаймарс. Вот сейчас мы надеемся, что мы получим довольно начнем получать большие партии боеприпасов, вот, и выровняем ситуацию с их ударами. Но в сводке каждый день и работа нашей артиллерии в плане уничтожения, там просто они не разделяют генеральный штаб сводки, где ствольная артиллерия, где реактивная артиллерия. Ну, поверьте, работает и Хаймарс работает, и ствольная артиллерия. Кстати, как снаряды Эскалибур летят на дальность 70, такую же дальность, как и Хаймарс, 74 километра. Поэтому все работает, все уничтожается. Ну что ж, на этой как бы позитивной ноте мы с вами вторую часть закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые мы с вами
которые вы прислали к предыдущим видео. И вот первый комментарий сегодняшнего видео, тот, что я вам обещал, по социологическому опросу. Очень интересно. Это социологический опрос, проведенный в Европе. Ему можно верить. Там у них более-менее с этим порядок. Это, ну вот, я нашим бы даже не доверял соцопросам. Почему? Потому что в условиях войны очень тяжело проводить выборку и давать данные, и говорить, что там, как они говорят, среднестатистическая ошибка может составлять не более 3% опрошенных граждан. Вот. Но, а вот в Европейском Союзе там все хорошо, там мирное время. Так вот, телевизор уверяет, что простые европейцы устали поддерживать Украину. Ну, это российские паблики, российские средства массовой информации из всех утюгов кричат, что все, завтра Запад бросит Украину. Завтра Запад не даст Украине снарядов, и все на этом закончится. Хотя эшелоны с техникой идут. Так вот, свежий опрос жителей Европейского Союза. Защищает ли Украина всю Европу? Да, ответили 62% европейцев. 62% европейцев считают, что мы сражаемся за всю Европу. Виновата ли Россия в войне? 66% европейцев отвечают, да, Россия виновата в этой войне. Нападение России на Украину – это нападение на всю Европу? Да, говорят 68% европейцев. Победит ли Украина в этой войне? Да, говорит 61% европейцев. Вот такой социологический опрос в Европе относительно нашей войны. Генеральный секретарь — это, пожалуй, не от НАТО, а скорее от КПСС. Это я потроллил немножко должность генеральный секретарь ОДКБ, которого пугал Лукашенко на встрече и говорил, что ай-яй-яй, быстро вступайте в войну, а то никто морем не уйдет. Ну, в Советском Союзе может быть от НАТО. Хотя в мире, смотрите, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Очень довольно распространенная должность генеральный секретарь. Может быть, поэтому коммунистическая партия тоже. Хотя КПСС образовалась действительно раньше, чем ООН. Следующий. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, Россия построила в Крыму массу военных сооружений. Они являются законными целями, по которым Украина наносит удары. И мы поддерживаем это. Вот так вот. И по скриптум. Купил недвижимку в Крыму, а вот теперь попробуй продать. Когда военные объекты в Крыму становятся легитимными целями для вооруженных сил Украины. Научившись сбивать российские дозвуковые ракеты, украинские зенитчики научатся сбивать российские сверхзвуковые ракеты. Причем я вам даже точно скажу, что это произойдет в марте месяце текущего года, когда мы получим соответствующие комплексы. Я согласен с Олегом Ждановым, что Запад начнет поставлять боевые самолеты в Украину после того, как украинцы полностью развернут надежную систему ПВО и ПРО. Опять же, это произойдет сразу после марта месяца, когда мы получим вот эти комплексы дальнего действия противоракетной обороны, типа Мамба или Патриот. Да, мы белорусы крепостные, мы в оккупации Лукой, как люди были временно оккупированы в Херсоне, например, и ничего не могли поделать. Он так выстроил свою пирамиду давно и правильно, что все свои проплаченные, проплачены и скомпрометированы, кровью помазаны. Мы бы его свергли в последние выборы, всей страной митинговали и бастовали против купленных им спецслужб, военных. Наши сидели в тюрьмах и преследовались. Да, Путлер помог Усатому. Беларусь тоже надо освобождать от нашего диктатора. Ну что ж, поможем. Раз не справляетесь сами, значит поможем. Шведы дают дивизион гаубиц Арчер, плюс 50 БМП. А даки дают, это датчане, дают все
все заказанные 19 штук «Цезарь». И действительно они выполнены на базе «Татра». Проходимость и безопасность выше, чем на «Рено». Спасибо. Может и нам начать посылать им. Нет, это из другого. Вот такой вот комментарий с такой хорошей информацией. А ми зі штату Делавер, Сполучені Штати Америки. Я хочу попередити усіх росіян, хто мешкає зараз у штаті Делавер. Моліться, щоб вам не зустрітися з моєю дружиною. Вот так вот. Будьте начеку. Только по поводу Татр и Цезарей. В Дании действительно есть Цезари с шасси Татры. Некстер и Татра совместно производят Цезарь. Для Цезаря есть и другие шасси, но Татра одно из них. Да, спасибо. Мы будем знать, что Цезарь выпускается еще и на шасси Татра. Кстати, Татра один из не самых неплохих, наверное, на мой взгляд, шасси, как многоцелевое шасси в повышенной проходимости. Швеция передает Украине 51 БМП типа СВ-90, САУ «Арчер» и противотанковое оружие. Об этом во время своего визита в Киев заявил Ульф Кристерсон. В стратосфере скорость ветра достигает 200 км в час. Эти шарики летят быстрее мопедов. Иди знай, это дрон или крылатая ракета. Но я тут подправлю вас. Да, действительно, скорость ветра в стратосфере на высоте 18-20 км, конечно же, может достигать таких больших высот. Дело в том, что зонд не достигает таких высот. Зонд поднимается где-то максимум на 2, но от силы 3 км, и дальше он лопается. Потому что чем выше, тем что более разряженный воздух. Зонд раздувается, а у него давление внутри, он накачивался на поверхности Земли, и он раздувается и лопается. Зонд не поднимается в стратосферу. Вот в чем как бы разница или уточнение вашей этой. Поэтому он не может лететь там со скоростью 200 км в час, чтобы его несло ветром или кружило там в воздушных потоках. Вот. Так что тут вы немножко ошибаетесь. Добрый вечер. Казахстан приветствует Украину, славит ее героев и желает скорой и славной победы над врагом. Силам обороны Бахмута сдержать натиск врага и успешно отбить все его атаки. Перемога України и возвращение всех оккупированных территорий. Перемоги Україні. Пане Олеже, прокоментуйте, будь ласка, інформацію стосовно того, що ворог накопичив на кордоні з Сумською областю більше 10 тисяч військових. Також будує медичний лагер і дорогу до кордону засипав гравієм, бо минулого року багнюка заважала проїхати техніці. Я уже в оперативной обстановке это сказал, повторюсь еще раз. Такого количества войск для прорыва границы практически недостаточно. Это примерно одна стрелковая дивизия. 10 тысяч военнослужащих. У нас все там укреплено, у нас там есть войска. Вполне возможно, что они будут пытаться совершить вооруженную провокацию против нас на границе Сумской области, якобы угрожая прорывом, чтобы мы не могли перебрасывать резервы на восток. У них на востоке все очень плохо, скажу так, там печально просто у Российской Федерации. И да, бои очень ожесточенные, да, они прут как саранча, их очень тяжело перебить всех или остановить эту навалу российскую, но у них нет успеха, поэтому они сейчас будут выгадывать, изобретать или придумывать все что угодно. Для того, чтобы достичь хоть какого-то успеха. Время к 22 числу, когда Путин собирается выступить перед федеральным собранием, становится все меньше. И возможностей что-то преуспеть к этому числу все меньше. Поэтому они будут сейчас выдумывать любые средства. 10 тысяч это проблема, но небольшая проблема. Да, придется, наверное, еще повоевать Сумской территориальной обороне, но мы знаем ее возможности и ее способности. А сейчас они еще больше поднаторели в подготовке к отражению агрессии противника.
Почти каждый день, трогая радиаторы у себя дома, радуюсь теплу. И свет есть. Я из Эрефии. Сразу думается, как там в Украине. Люди без света, без тепла. Сразу омрачает все. И многие дома разрушены. Мы же в 80-х годах вместе работали в Тюменской области. За 10 лет не было случая разборок между ребятами из Киева и других районов. Жили так дружно, и делить нам было нечего. Все свои. Что же случилось? Как могли нас так разделить? Увы, так и не могу понять. Вы неправильно сформулируете вопрос. Нас никто не разделял. Мы всегда были разными. Просто тогда мы были одними советскими людьми. Мы уже 30 лет живем как самостоятельное государство, как украинцы, как отдельная нация. У нас своя ментальность, свои традиции, свой язык, в конце концов, который является внешним идентификатором. У вас своя ментальность и свои традиции. Но я бы сформулировал вопрос по-другому. Как вы докатились до такой жизни, что вы на нас напали? Мы не пришли к вам с оружием, мы не захватывали вашу территорию. У нас не было в мыслях переносить границы или перечерчивать эти границы. Вот когда вы сами себе ответите на вопрос, как вы докатились до такой жизни, что вы на нас напали, тогда у вас не будет вопроса, как нас могли разделить. Нас никто не разделял. Мы разные, изначально разные, и всегда ими были. Было всегда национальные особенности, всегда были, есть и будут. Вы это не истребите. Пока не изобретут человека из пробирки с генетической корректировкой, до тех пор не будет одинаковых людей на земле. Но главный вопрос, который вы должны ставить себе, россияне, все, как так получилось, что вы напали на Украину? Вы пришли нас убивать, вы пришли захватывать наши земли, и вы это сегодня делаете. Вы десятками тысяч убиваете граждан Украины. В одном Мариуполе там погибло, там будет страшная цифра, когда ее огласят. А сколько погибло по всей Украине, где вы бомбили, где вы пускали ракеты и продолжает гибнуть. Вот что самое страшное. Никто нас не разделял. Вот такой вот ликбез для жителей России, жителей страны-агрессора, которая напала на нас. Где вы тут нашли нацистов, где вы тут нашли фашистов, бандеровцев и прочих? Я не знаю. Вот ответьте себе на этот вопрос. Зачем вы напали на нас? Вот на этой ноте мы с вами закончим сегодняшнее видео. Я вас благодарю за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи и у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Слава Україні! Перемога за нами!